24 июня 1975 года авиалайнер Boeing 727-200 авиакомпании Eastern Airlines выполнял внутренний рейс 66 по маршруту Новый Орлеан, Нью-Йорк. На борту самолета находились 124 человека. В 13 часов 19 минут рейс 66 вылетел из аэропорта Нового Орлеана. Полет до Нью-Йорка прошел без трудностей, и в 15 часов 35 минут экипаж связался с диспетчером подхода южного сектора аэропорта имени Джона Кеннеди. Диспетчер направил рейс 66 в очередь захода на посадку на полосу 22 левая. В 15 часов 51 минуту диспетчер подхода транслировал в эфир для всех бортов, что в аэропорту визуальные погодные условия. Видимость 8 километров, дымка. Посадка выполняется на полосу 22 левая. Однако в 15 часов 52 минуты транслировал в эфир уже другую информацию для всех самолетов, что на данный момент в зоне аэропорта установились приборные погодные условия, так как видимость упала до 3 километров и идет небольшой дождь. Далее рейсу 66 было дано указание снижаться и занимать высоту 1220 метров и переходить на связь с диспетчером радиолокатора. Экипаж подтвердил получение информации и перешел на связь с диспетчером радиолокатора, который давал пеленги и удаление, что позволяло окружающим вокруг аэропорта самолетам определить свое местонахождение. Рейс 66 был не единственным рейсом в зоне аэропорта, ожидающих захода на посадку на полосу 22 левая. В 15 часов 53 минуты экипаж связался с диспетчером для корректировки курса с учетом других самолетов, а также для обхода грозовых очагов. В 15 часов 57 минут командир обсудил с остальными членами экипажа вопрос о минимальном остатке топлива и возможных проблемах, вызванных задержками в районе аэропорта. Тогда один из членов экипажа заявил, что собирается проверить погоду на запасном аэродроме Лагвардия. Менее чем через минуту еще один из экипажа ответил, что посадку надо выполнить в течение часа. В 15 часов 59 минут в эфире прозвучало сообщение диспетчера посадки для всех экипажей, согласно которому в районе глиссады наблюдается сильный ветер. Первым в очереди захода на посадку был рейс 902 Lockheed L1011 TriStar, также компании Eastern Airlines. Но в 15 часов 57 минут он прервал заход и направился на запасной аэродром. В 15 часов 59 минут рейс 902 вновь связался с диспетчером посадки, которому было сообщено, что когда самолет находился на глиссаде, то возникла сила, направляющая авиалайнер вправо и вниз. При этом скорость полета упала на 18 км в час. В таких условиях мощность двигателей была увеличена до взлетной, а заход на посадку пришлось прекратить. Диспетчер подтвердил получение информации о сдвиге ветра в районе глиссады. Далее рейс 902 связался с рейсом 66 и передал, что выполнять посадку в таких условиях является глупой затеей. Диспетчер подхода спросил у экипажа рейса 66 сообщение от рейса 902, на что получил утвердительный ответ. Тогда диспетчер определил их местонахождение в 8 километрах от внешнего маркера и дал указание снижаться для захода на посадку на полосу 22 левая. Пилотировал самолет в это время второй пилот, который в 16 часов 1 минуту доложил о выполнении контрольной карты перед посадкой. Спустя 1 минуту диспетчер посадки еще раз вызвал рейс 902 и спросил его, можно ли сильный ветер, наблюдаемый при посадке, классифицировать как сильный сдвиг ветра, на что был дан утвердительный ответ. На рейсе 66 также слышали эти радиопереговоры, поэтому в 16 часов 2 минуты один из пилотов сказал, что следует ожидать сильную болтанку. В 16 часов 2 минуты с борта доложили о прохождении внешнего маркера, поэтому диспетчер подхода дал указание переходить на связь с башней аэропорта. В 16 часов 3 минуты диспетчер на башне разрешил посадку рейсу 66. Командир подтвердил получение разрешения. Также у диспетчера спросили об условиях торможения, но ответа не последовало. Командир был вынужден повторить вопрос, на что диспетчер ответил, что полоса мокрая. Однако замечаний по качеству покрытия не было. По свидетельству очевидцев, в это время была сильная гроза, шел ливневый дождь и дул сильный северо-западный ветер.
Рейс 66 заходил на посадку при выпущенных на 30 градусов закрылках со скоростью 268 км в час. Согласно показаниям двух стюардесс, сидевших в конце пассажирского салона, Боинг поначалу заходил на посадку в нормальном режиме, и болтанка почти не чувствовалась. Однако затем лайнер наклонился влево, при этом было слышно, как двигатели начали выходить на взлетный режим. Затем самолет стало раскачивать взад-вперед, а потом сильно бросило вперед. При этом сработала сирена, а также выпали кислородные маски. Затем в 365 метрах юго-западнее среднего маркера, находившийся в 8 метрах над землей самолет, врезался в 7-ю опору огней приближения. Потеряв скорость, Боинг врезался в 7-ю и 9-ю опоры, после чего в 16 часов 5 минут упал на землю в 2,5 километрах от торца взлетно-посадочной полосы 22-я левая и полностью разрушился и загорелся. Прибывшие к месту падения спасательные службы обнаружили 12 выживших, 10 пассажиров и 2 бортпроводницы. Но через 9 дней один из пассажиров умер от полученных травм. Всего в катастрофе рейса 66 погибли 113 человек, 107 пассажиров и 6 членов экипажа. На тот момент эта катастрофа была крупнейшая в стране с участием одного самолета. Комиссия Национального совета по безопасности на транспорте пришла к заключению, что причиной катастрофы стало попадание самолета в сильную турбулентность, вызванную очень сильной грозой, окружающей траекторию захода на посадку по курсоглиссадной системе, из-за чего произошло увеличение скорости снижения и столкновение с прочной конструкцией световых вышек. Экипаж своевременно не обнаружил и не исправил высокую скорость снижения, так как, вероятно, в этот момент пытался сориентироваться не по показаниям приборов, а по визуальным ориентирам. Но стоит отметить, что погодные условия были настолько плохими, что успешно выполнить подход и посадку было очень трудно, даже если бы пилоты полагались полностью на приборы и быстро отреагировали на изменения показаний. Способствовало катастрофе продолжение захода на посадку на полосу 22-я левая, что стало обоюдной ошибкой экипажа и авиадиспетчеров, которые знали об опасной грозе вдоль траектории посадки. Смотрите также. 3 августа 2016 года авиалайнер Boeing 777 авиакомпании Emirates совершал плановый рейс 521 по маршруту Тривандрам-Дубай, но заходя на посадку в аэропорту пункта назначения, совершил жесткую посадку на брюхо и загорелся. Эвакуация всех находившихся на борту самолета 300 человек была проведена успешно, но во время тушения пожара лайнер взорвался и разрушился. Друзья, мы создали новый канал «Планета катастроф», где мы рассказываем о техногенных, экологических, а также катастрофах по вине человека. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые истории.